Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. В первую очередь именно для этого, похоже, использует свой язык губернатор Цивилев. Вот говорит он на пресс-конференции о том, что перед тем, как стать губернатором, отказался от своей швейцарской фирмы. А мы чувствуем, что Сергей Евгеньевич что-то скрывает. Мы эту компанию продали до прихода в должность. Продали другому человеку. Но у человека не было денег. Поэтому была отложенная сделка, и право собственности от меня перешло к другому человеку. Продал человеку, у которого не было денег? Вы сами-то в это верите? И знаете, администрация почти сразу удалила с YouTube официальную видеозапись пресс-конференции с этим заявлением. А мы начали разбираться, кто же этот покупатель цивилевского офшора и не связан ли он с самим Цивилевым. И обнаружили много интересного. Встречайте, Йорк Вернли, тот самый неимущий швейцарец, который теперь числится руководителем Colmar Sales Logistics. Его жена Лилия Вернли, член совета директоров. Цивилев мог сказать вам всю правду, но он умолчал. И Йорк Вернли, и Лилия Вернли, которые сейчас владеют фирмой КСЛ АГ, работают в ней с 2016 года, у самых ее истоков. Они были подчиненными Цивилевых, и они продолжают руководить швейцарской фирмой и по сей день. Очевидно, что и сегодня эта компания помогает Цивилевскому Колмару в Якутии продавать уголь на зарубежные рынки. Получается, Цивилев стал госслужащим, но для бизнеса его семьи фактически ничего не изменилось. Все указывает на то, что новый владелец швейцарского Колмара всего лишь марионетка. Йорк Вернли никак не похож на самостоятельного владельца и руководителя трейдерской компании. Он не является публичным лицом фирмы. Вместо него на международных форумах от имени КСЛ АГ выступает жена. Да и сама компания не выглядит самостоятельным субъектом рынка. Она не сможет работать без цивилевского Колмара в Якутии, ради обслуживания которого и была создана. Но это еще не все. В швейцарской фирме, которую Цивилев пытается представить как зарубежную компанию, большая часть сотрудников – россияне. Даже сейчас, когда формально Цивилевы не имеют к ней никакого отношения. Член совета директоров Лилия Вернли, жена Йорга, россиянка. Судя по соцсетям, она носила фамилию Фатхуддинова, вероятно, в девичестве, а потом, видимо, Аскальдович. Сейчас она Лилия Вернли, и все, что связывает ее со Швейцарией, это ее супруг Йорк и семейные хлопоты в комфортабельном особняке на Рёбмат 10 в Обервилле. А до этого она работала в Северстале и Мечеле. Вместе с Международным супружеским союзом Вернли в руководстве компании состоит еще одна россиянка, член совета директоров Татьяна Рощупкина. Татьяна – москвичка. А вот главный бухгалтер КСЛ АГ Алина Роперс. На первый взгляд иностранка. Однако и тут все ясно. Выпускница Петербургского госуниверситета морского и речного флота, длительное время проработавшая в Санкт-Петербургском же Мегафоне. Да и сам швейцарец Йорк Вернли связан с Россией теснее некуда. Судя по профилю LinkedIn, он работал в швейцарских подразделениях Мечела и ВТБ. Очевидно, что вся КСЛ АГ – это не только бывшие цивилевские сотрудники компании, но и ничто иное, как российский бизнес-десант на территории швейцарского офшора. А теперь давайте разберемся, почему Цивилевы выбрали именно Швейцарию и почему там вообще так много русских. Швейцария – это не только райская природа и комфортабельные условия для жизни. Вкладывая в эту страну большие деньги, можно получить вид на жительство. Цивилевы наверняка рассматривали такой вариант. Как и многие российские миллионеры, которым швейцарский телеканал СРФ посвятил свое расследование. Журналистское расследование показало, что прошлый год стал рекордным по выдаче специальных видов на жительство. В частности, больше всего специальных разрешений в 2015 году выдал кантон Цуг. Сегодня в кантоне Цуг проживает более 600 россиян, в 1,5 раза больше, чем 5 лет назад. Цуг стал лидером по выдаче специальных видов на жительство россиянам в прошлом году. Условием получения специального разрешения в кантоне Цуг является налогооблагаемый доход в размере 1 миллиона и облагаемая налогом недвижимость на сумму в 20 миллионов франков. Кстати, обратите внимание на эту цифру – 1 миллион швейцарских франков. Это сумма уставного капитала КСЛ АГ. Какое поразительное совпадение. Капитала швейцарской фирмы Цивилева было как раз достаточно, чтобы запросить вид на жительство. А если перевести эту сумму в рубли, это порядка 70 миллионов рублей. Сумма из декларации Цивилева. Кстати, это ничтожно мало для рыночной стоимости швейцарского сырьевого трейдера. Еще один довод в пользу фиктивности сделки. Швейцария еще с 18 века была прототипом современных офшоров.
С тех самых времен там принимаются законы, которые позволяют прятать в банках анонимный иностранный капитал. Офшорные зоны пользуются особой популярностью у авторитарных властителей третьего мира, шейхов, эмиров, африканских королей. Но, наверное, никто в 21 веке не взял офшоры на вооружение так беззастенчиво, как это сделал Владимир Путин. Здесь нашли свой рай многие его друзья. Те же Цивилевы, например, создавали КСЛ АГ по образцу крупнейших сырьевых трейдеров России путинского периода – Nord Stream и Nord Stream 2. Эти трейдеры «Газпрома» тоже расположены в ЦУГе, только они продают за границу природный газ, а фирма, принадлежавшая Цивилевым – уголь. Вот небольшое офисное здание в ЦУГе на Графенауштрассе 5. Помещение в таком же здании, в каком штаб Навального в Кемерове арендует свой офис. А между тем здесь швейцарский офис российской госкорпорации с многомиллиардным оборотом. Именно в кантоне ЦУГ Татнефть зарегистрировала свою дочку трейдера Татнефть Europe AG. Облюбовал швейцарский рай и еще один известный друг чекиста. Финский гражданин Геннадий Тимченко проживает в Швейцарии с 2002 года и является налоговым резидентом кантона Женева. Паушальным налогом приглянулся ЦУГ и самому богатому россиянину, нет, не Путину, Виктору Вексельбергу. Схожая с Цивилевской схема использована и Сулейманом Керимовым, чей швейцарский подручный Александр Штутхальтер ведет керимовские дела в Швейцарии и даже, если придется, сидит за олигарха в швейцарской тюрьме. Трейдер Русала Дерипаски Гленкор базируется все там же, Швейцария, кантон ЦУГ. Все это объясняет, с кого в 2016 году начинающие олигархи Цивилевы брали пример. Но не единой Швейцарии жив Цивилев. Еще ранее, в 2015 году, он стал акционером панамского офшора Itelco Holding Corporation. В Panama Papers указан адрес регистрации фирмы Сергея Цивилева на 2015 год. Центр Москвы, улица Серафимовича 2, квартира 197. Исторический дом на набережной 1931 года постройки. Архитектор знаменитый Борис Иофан. Светлая квартира в историческом здании с видом на Кремль и место убийства Бориса Немцова. Стоимость апартаментов под 100 миллионов рублей. Уверен, здесь живут ФСБшники и высокопоставленные чиновники. Здесь живут Цивилевы. Панамское досье помогло нам ответить на вопрос, который давно волнует кузбассовцев. Кто же дети Цивилева? Квартира, указанная в качестве адреса офшорной фирмы, записана на сыновей. Википедия на момент публикации ролика не указывает имен детей Цивилевых. В глянцевых изданиях Анна Цивилева упоминала, что у четы 3 детей. У нас 3 детей, девочка и 2 мальчика. Старшие уже старшекурсники, учатся в Москве, так как прерывать учебу не было смысла, а младший оканчивает начальную школу. Он, конечно, переехал вместе с нами. Как эти роскошные апартаменты оказались в собственности Цивилевых? Большой и, видимо, очень секретный вопрос. Росреестр помогает губернатору скрывать данные, которые публичны для простых смертных, и не указывает в выписке документ, по которому им принадлежит эта квартира. Еще бы, откуда у юных сыновей Сергея Цивилева такие деньги? Зато теперь мы знаем их имена. Штаб Навального в Кемерове представляет вашему вниманию Антона и Никиту Цивилевых. Старший сын Антон скрыл свою страницу во ВКонтакте от посторонних. Младший, Никита, учится в МГИМО. И пока его мать заключает соглашение с институтом от имени Колмара, обеспечивая сыну надежную опору в получении образования, Никита отдыхает в Женеве, Куршавеле и в бассейне с друзьями. Итак, подведем итог. Фирму Colmar Sales Logistics в апреле 2016 года организовали 3 россиян. Сама Анна Цивилева, Олег Молчанов, выходец из Гунвара, в российском подразделении которого он занимался угольными операциями, и Лилия Вернли. Неделю спустя в руководство фирмы вступил Йорк Вернли. Его назначили директором. Еще через месяц Олега Молчанова заменяет сам Цивилев. И мы получаем швейцарскую фирму, управляемую 2 семейными парами. Эдакий семейный бизнес Вернли и Цивилевы. Исходя из швейцарских документов, мы можем предположить, когда в Кремле было принято решение о назначении Цивилева губернатором. В декабре 2017 года Цивилевы ушли из руководства Colmar Sales Logistics. И пока Кемеровская область вовсю обсуждала, кто же будет преемником Тулеева на посту губернатора, и аналитики перебирали самые разные кандидатуры, среди которых Цивилева не было и в помине, кадровое решение уже было принято. Однако никому неизвестного варяга Цивилева нужно было как-то ввести в публичное пространство.
И 27 февраля 2018 года Путин встретился в Кремле с Цивилевым, который зачем-то отчитался перед президентом об итогах работы компании «Колмар». Несмотря на внешне дежурный характер этой странной встречи, это был первый публичный шаг Цивилева к губернаторству. До возгорания в «Зимней вишне», которая поставит точку в карьере политического долгожителя Тулеева, оставалось 23 дня. Но даже после трагедии в торговом центре, когда Цивилев уже вставал на колени перед собравшимися на митинге, еще в качестве заместителя губернатора, никто и не думал, что преемником станет именно он. Все, что можно сказать о Сергее Цивилеве, это то, что он не прошел утиный тест. Тот, кто владеет активами как олигарх, управляет компанией как олигарх, извлекает прибыль как олигарх, скорее всего и есть олигарх. Мы хотим, чтобы Цивилева прекратили называть бывшим угольным магнатом. Манипуляции с его швейцарским активом показывают, что он по-прежнему является бенефициаром Колмара и, исполняя роль губернатора, преследует интересы бизнеса. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. У нас будут новые расследования.